Санкт-Петербург, 18 марта 2024 года. Вечер понедельника. Московский проспект. Одна из главных магистралей города, которая тянется от центра на юг через спальные районы. Здесь все еще чувствуется ритм большого города. Машины, витрины, вывески кафе и ресторанов. Среди них «Чебрец» – заведение восточной кухни. Обычное место для деловых встреч и дружеских ужинов. Теплый свет, столики, запах плова и шашлыка. Ничего особенного. В тот вечер за одним из столиков сидели двое мужчин. Оба 40 лет. Со стороны обычный ужин. Едят, пьют, разговаривают. Никто из посетителей не обратил на них внимания. Никто не заметил напряжения. Никто не мог предположить, что через несколько минут один из них убьет другого. А потом спокойно продолжит есть. Эта история не о серийном маньяке, не о случайном конфликте. Это история о том, как государство выпускает из тюрем людей, дает им оружие, отправляет на войну, а потом возвращает в мирную жизнь. Без реабилитации, без контроля, без вопросов. И о том, какую цену за это платят обычные люди. Павел Гаус жил в поселке Елизаветино, Гатчинский район Ленинградской области. 40 лет. Предприниматель. Генеральный директор дизайн-студии, по другим данным, руководитель торгового дома «Буревестник». Семья, дом, планы. Обычная жизнь человека, который строит бизнес и пытается удержаться на плаву в непростое время. У Павла был друг. Алексей Исаков. Они знали друг друга давно. Многие из их окружения считали их практически братьями. Исаков был вхож в семью Гауса, поддерживал теплые отношения с его родственниками. Какое-то время Исаков даже жил у Гауса дома. Это была та степень близости, когда люди доверяют друг другу без оговорок. Но отношения начали меняться после того, как Павел женился. Контакты стали реже. Тепло ушло. Дружба превратилась в формальные знакомства, а потом появились деньги. У мужчин были совместные бизнес-планы. Павел взял у Алексея в долг крупную сумму – от 5 до 7 миллионов рублей. Точные цифры в материалах дела варьируются, но порядок понятен. Это не карманные деньги, это серьезные обязательства. Павел обещал вернуть в срок. Не вернул. Исаков начал требовать деньги обратно. Звонил, писал, настаивал на встрече. Павел тянул время. Объяснял, что дела идут не так, как планировалось. Просил подождать. Исаков ждать не хотел. 18 марта 2024 года они договорились встретиться. Павел согласился обсудить долг. Он даже принес с собой часть суммы. Жест доброй воли. Попытка показать, что он не уклоняется. Местом встречи выбрали ресторан «Чебрец» на Московском проспекте. Публичное место. Нейтральная территория. Казалось бы, безопасно. Они сели за столик. Заказали еду. Начали разговор. Камеры видеонаблюдения ресторана зафиксировали все. От первой минуты до последней. Эта запись потом разлетится по социальным сетям и телеграм-каналам. Станет вирусной. Будет обсуждаться неделями. Но никто в зале не знал, что происходит за тем столиком. Внешне обычный ужин. Два знакомых мужчины едят, пьют, беседуют. Никаких криков, никаких жестов, никакой видимой агрессии. Разговор идет спокойно. Со стороны невозможно заподозрить, что один из них через несколько минут убьет другого. В какой-то момент Алексей Исаков достал пистолет. Самодельный, переделанный из списанного учебного ТТ, калибр 7,62 мм. Оружие было пригодно к стрельбе боевыми патронами. Исаков принес его с собой. Это не был спонтанный порыв. Он пришел навстречу вооруженным. Первый выстрел. Павел попытался встать, отшатнулся от стола. Еще выстрел. Еще. По данным ряда источников, Исаков завершил серию контрольным выстрелом в голову. Павел Гаус упал и умер на месте. 40 лет. Жена. Дети, бизнес, планы.
Все закончилось за несколько секунд в ресторане на Московском проспекте. А дальше началось то, что сделало это дело символом. Алексей Исаков не побежал, не попытался скрыться, не бросил оружие и не кинулся к выходу. Он спокойно вернулся к столу, сел и продолжил есть. Камеры зафиксировали это. Человек, который только что убил своего друга, сидит за столом и ужинает. Как будто ничего не произошло. Как будто тело на полу – это не человек, которого он знал много лет. Выстрелы – просто фоновый шум. Когда приехала полиция, Исаков все еще сидел за столом. Его задержали прямо там. Он не сопротивлялся, не пытался оправдываться. Просто встал и пошел. Оружие изъяли на месте. Видеозапись полная, от начала до конца. Свидетели – десятки посетителей и персонал ресторана. Это было одно из самых простых дел с точки зрения доказательной базы. Убийца, жертва, орудие, запись. Все на месте. Кто такой Алексей Исаков? 40 лет. Генеральный директор строительной фирмы. Так он представлялся после возвращения в Петербург. Но за этой вывеской стояла другая биография. Исаков был судим неоднократно. Кражи, пьяное вождение, мелкие и не очень преступления, которые складывались в портрет человека, живущего на грани. В 2021 году его осудили к 3,5 годам лишения свободы. Он отправился в колонию. Обычная история для человека с его послужным списком. Но дальше началось необычное. Находясь в заключении, Исаков был завербован. Это была одна из программ, которые государство запустило для пополнения личного состава. Заключенным предлагали контракт. 6 месяцев на фронте и помилование. Досрочное освобождение. Чистая биография. Шанс начать заново. Исаков согласился. Его отправили в штурмовое подразделение. Он воевал. Получил серьезные осколочные ранения. Плечо, спина, повреждение слуха. Это не были легкие царапины. Это были ранения, которые оставляют след на всю жизнь. Но контракт он выполнил. После этого Исаков получил президентское помилование. Его досрочно освободили. Судимость погашена. Он вернулся в Санкт-Петербург. Возглавил строительную фирму. Начал новую жизнь. Государство выполнило свою часть сделки. Исаков – свою. Все по договору. Но никто не спросил, что происходит с человеком, который провел месяцы в штурмовых операциях, который видел смерть, убивал, получал ранения, жил в постоянном стрессе, который вернулся с войны с травмами, физическими и психологическими. Кто его встретил? Кто помог адаптироваться? Кто проверил, готов ли он к мирной жизни? Никто. Система выпустила его на свободу и забыла. Исаков вернулся в город, где у него были старые связи, старые конфликты, старые долги. И старый друг, который задолжал ему несколько миллионов. Прошло относительно немного времени. Точный срок между возвращением и убийством в материалах дела не уточняется, но речь идет о месяцах, не годах. Исаков не успел или не смог вернуться к нормальной жизни. Война была слишком близко. Травмы были слишком свежими. И когда возник конфликт с Павлом Гауссом, Исаков решил его так, как решают конфликты на войне. Оружие, выстрелы, контрольный в голову. Следствие шло быстро. Исаков частично признал вину. Он не отрицал, что стрелял, не отрицал, что убил, но утверждал, что не планировал этого. По его словам, Павел Гаусс спровоцировал его вызывающим поведением во время обсуждения долга. Что именно это было за поведение, Исаков не уточнял. Следствие не нашло подтверждения его версии. Была назначена психиатрическая экспертиза. Вопрос был принципиальным. Находился ли Исаков в состоянии аффекта? Мог ли он контролировать свои действия? Или это был внезапный взрыв эмоций, который он не мог остановить?
Экспертиза дала однозначный ответ. Исаков был вменяем. Он не находился в состоянии аффекта. Он контролировал свои действия. Он понимал, что делает. Видеозапись подтверждала это. Спокойный разговор, спокойные выстрелы, спокойное возвращение к столу. Никакой истерики, никакого помутнения сознания. Полный контроль от первой до последней секунды. Исакову предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Часть 1 статьи 105 – убийство, часть 1 статьи 222 – незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов. Самодельный пистолет, который он принес в ресторан, был изготовлен кустарным способом с использованием деталей списанного учебного ТТ. Хранение и ношение такого оружия – отдельное преступление. Дело передали в Московский районный суд Санкт-Петербурга. Прокурор запросил 15 лет колонии строгого режима плюс штраф 50 тысяч рублей. Это был стандартный запрос для убийства без отягчающих обстоятельств. Исаков не убивал с особой жестокостью. Не убивал нескольких человек. Не убивал беременную женщину или ребенка. Это было простое убийство, если такое слово вообще применимо к лишению человека жизни. Защита просила учесть смягчающие обстоятельства: участие в специальной военной операции, боевые ранения, осколочные ранения плеча и спины, повреждение слуха. Наличие на иждивении матери и детей. Защита настаивала. Исаков выполнил свой долг перед государством. Он рисковал жизнью. Он получил ранение. Он заслужил снисхождение. 10 октября 2024 года суд вынес приговор. 10 лет лишения свободы. Исправительная колония строгого режима. 10 лет, не 15. Суд снизил срок на 5 лет. Именно благодаря участию в специальной военной операции и наличию боевых ранений. Государство, которое отправило Исакова на войну и вернуло без реабилитации, теперь давало ему скидку за эту же войну. 5 лет жизни Павла Гаусса оценили в 5 лет срока. 1 к 1. Видеозапись из ресторана «Чебрец» разлетелась по интернету за несколько дней. Телеграм-каналы, социальные сети, новостные сайты. Все обсуждали одно и то же. Как человек может спокойно продолжать есть после того, как только что убил другого человека? Продолжил есть. Эта фраза стала мемом, символом хладнокровия. Символом того, насколько далеко может зайти человек, для которого насилие стало нормой. Но за этим мемом стояла более глубокая проблема. Дело Исакова было не единственным. По данным независимых СМИ, «Медиазоны», «Верстки», «Новой газеты», десятки помилованных заключенных после возвращения из зоны боевых действий совершили новые тяжкие преступления. Убийства, изнасилования, разбои, нападения на полицейских, домашнее насилие. Это были люди, которых выпустили из тюрем, дали оружие, отправили в ситуацию, где убийство – это работа, а насилие – это норма. А потом вернули в мирную жизнь и сказали: «Живите как раньше». Без психологической помощи, без реабилитации, без контроля. 6 месяцев войны можно просто стереть и начать заново. Официальная позиция была другой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в одном из комментариев назвал помилование искуплением кровью за выполнение боевых задач. Эти люди рисковали жизнью ради страны. Они заслужили второй шанс. Они выполнили свой долг. Критики возражали. Второй шанс – это не просто освобождение. Это система поддержки. Это наблюдение. Это помощь в адаптации. Человек, который провел месяцы в боевых действиях, не может просто вернуться к мирной жизни по щелчку пальцев. Ему нужна помощь. Ему нужен контроль. Иначе он становится угрозой для окружающих. Дело Исакова стало одним из самых наглядных примеров этой проблемы. Не потому, что оно было самым жестоким. Не потому, что жертв было много, а потому, что оно было снято на камеру. Потому что весь мир увидел, как выглядит человек, для которого убийство – это просто действие, после которого можно продолжить ужин. Павел Гаусс похоронен в Ленинградской области. Его семья осталась без мужа и отца. Его бизнес остался без руководителя.
Его друзья остались с вопросом, можно ли было это предотвратить. Алексей Исаков отправился в колонию строгого режима. 10 лет. Он выйдет в 2034 году. Ему будет 50 лет. Что он будет делать после освобождения? Кто встретит его? Кто поможет ему адаптироваться? Или он снова окажется на улице? Один, с травмами, с прошлым, которое никуда не делось. Система, которая создала эту ситуацию, продолжает работать. Заключенных продолжают отправлять на фронт. Их продолжают помиловать. Их продолжают возвращать в мирную жизнь без реабилитации. И где-то в России прямо сейчас сидит за столом человек, который недавно вернулся с войны. У него есть старые конфликты, старые долги, старые обиды и опыт, который научил его решать проблемы силой. Сколько еще Павлов Гауссов должны погибнуть, чтобы система изменилась? Сколько еще видеозаписей должны разлететься по интернету? Сколько еще приговоров со скидкой за войну должны вынести суды? Ответа нет. Есть только цифры. Десятки случаев. Десятки жертв. Десятки семей, которые потеряли близких. И видеозапись из ресторана «Чебрец», на которой человек спокойно ужинает рядом с телом своего друга.